Сейчас ты увидишь выжимку из эфира, который проходил в моем телеграм-канале. Это видео лишь малая часть того, что я там выкладываю. Если интересно, залетай. Ссылку найдешь в описании под роликом. Приятного просмотра. Ну, пожалуй, я бы сказал, что первично необходимо знать концепцию того, как строятся воронки в профиле, для того, чтобы понимать, какую аудиторию вы обрабатываете, потому что под определенную аудиторию в той или иной мере более эффективно работает тот или иной вид обработки. Что я имею в виду? То есть, например, с дейтинга приходят люди, их обрабатывать нужно соответственно, люди, приходящие с других соцсетей, обрабатываются тоже иначе, и ценовой диапазон для таких людей может разниться в зависимости от того, что они видели у модели до этого. Но это не отменяет того факта, что при должной обработке первично, что имеется в виду? То есть, например, стадии знакомства, прогрева, можно убедить человека в том, что все, что он видит прямо здесь, прямо сейчас, стоит своих денег определенно. Но для этого необходимо выработать, что правильно, индивидуализацию в диалоге, эмоциональную привязку. То есть не нужно, блядь, сразу просто ебашить ему, типа, о, бля, хочешь, я тебя отсосу. Вот это вот самая большая проблема. Равно как и не стоит переборщивать с вниманием, потому что как только вы от лица модели общаетесь в ключе, как будто она заинтересована в клиенте больше, нежели клиент в ней, это уже диспозиция. Диспозиция, которая влияет на дальнейший ценовой диапазон. Понимаю, очень сложно изъясняюсь, прошу прощения, если кто-то не понял, но это нужно понимать. И это не какие-то заумные термины, которые я чисто, блядь, не знаю, с потолка беру. Это просто то, что действительно работает. Понимаешь, если мы говорим непосредственно о секстинге, как о стадии, да, которая произошла после познакомились, прогрели там туда-сюда, секстинг должен происходить грамотно. То есть не нужно делать переизбытка текста, из-за которого происходит перевозбуждение, что впоследствии влияет на продажи и глубину чека, это раз. Нужно следить за таймингами между продажами. То есть если ты продал одну единицу контента, то следующее нужно не тянуть, потому что, соответственно, ты тоже должен понимать то, что как только вы входите в стадию секстинга, поджигается фитиль, когда он ёбнет, ты не знаешь, соответственно, тебе нужно делать все умеренно быстро, я бы сказал. Да, то есть не затягивать. Единственное затягивание, которое у тебя может быть, это в реалиях секстинга, который преподносится как что-то в реалиях прямо здесь и прямо сейчас. Если же модель преподносит себя как девчонка, которая продает заранее заготовленный контент, и убедить фана невозможно в том, что все происходит прямо здесь, прямо сейчас, ну, во всяком случае, если действительно настолько это сложно, то правило тайминга здесь срезается. Соответственно, чем раньше, тем лучше. Я бы так это сказал. Ну и там понятно, это лестницы, это маятники, это ценовой диапазон, плавное нащупывание, это правильная добавочная стоимость, это правильные продажи постояннику при условии знания его ценового диапазона среднего, ну то есть аспектов тьма. Если за ними всеми следить, блядь, ну я в душе не ебу, как можно объебываться. Если же Юкай присоединится, мне будет пиздец интересно послушать его версию, хотя хуй знает, что там за версия должна быть. Вот, потому что люди спрашивают, будет ли он, да, как бы, буду рад его послушать, но я в душе не ебу, как и любой другой вменяемый зритель и слушатель, как можно оправдать, что с 60 тысяч долларов человек сделал 6, из 20 он сделал 0. Не, блядь, ни хотя бы 5, ни хотя бы 6, ни 50% какую-то там просадку. 0. Понимаете, просто одно дело, если бы я сделал видео в реалиях, скажем так, ситуации, где он обещал 20, сделал 30, его стратегия шатка-валка, но работает, блядь. А она, как вы видите, блядь, не работает. Интересно, почему? Потому что его стратегия, как мне все-таки кажется, или не кажется, это субъективное мнение, тут можно оспаривать как хотите, но она выстраивается согласно тому, что у модели ебанутое, бесконечное, невероятно дорогое количество просто трафика, который, блядь, нужно обрабатывать в идеале вручную, подыскивая для каждого входящего клиента персональный оффер. В его же случае это скопом взять огромный пласт платежеспособной аудитории, которая в состоянии покупать все что угодно на похуй, понимаете, игнорируя людей, которые бы купили, если был бы оффер, и продавать просто в лоб через рассылки. Кто может себе позволить такую стратегию?
очевидно, что единицы, если, блядь, даже не меньше. То есть это 0,01%. Собственно говоря, учитывая знание того, с какой моделью он работает, на которой цифры он показывает, блядь, я умоляю Господа Бога, блядь, чтобы дошли на мои молитвы, чтобы модель увидела, что он за человек, потому что я боюсь представить, сколько денег можно было бы заработать, если бы он этим говном там не занимался. То есть, если у нее настолько заинтересованная, прогретая, влюбленная и без того, и без общения аудитория, то даже если она готова покупать вот это за такие деньги, зная, что они не единственные и не, скажем так, не ее какие-то типы, в которых она лично заинтересована, блять, что б там было, мне не страшно представить. Монтажер плюс я участвовал в процессе, потому что, ну, блядь, там очень тяжело было. Вот, дальше. Если что, ролик делался на протяжении 3 недель. Было бы лучше, я так скажу, по моему личному мнению, ну мы 10-20% вложили сил, скажем так. Могли бы сделать лучше, было бы время. Вот, но в силу того, что, скажем так, времени было ограниченное количество, ну, просто физически не успели сделать настолько хорошо, насколько мне бы хотелось. То есть то, что вы увидели, это и близко не потолок всех возможностей, которые я могу реализовать. Ну, если мы говорим о том, что тебе на регулярной основе поступают большие суммы и так далее, блядь, да господи, любой бухгалтер, любой юрист, и в целом просто что делай, у вас хуево, если говорить о странах СНГ, блядь, ну, не РБ, конечно, но там, например, Россия, там, и так далее, у вас, блядь, есть обнальщики, скрипты. Пользуйся наличкой и вообще абсолютно похуй. Если говорить о больших покупках, да господи, блядь, любой криптообменник, пользуйтесь наличкой, крупные покупки, блядь, находите какого-нибудь нотариуса-хуяриуса, который вам просто сделает, там что-то вам перепишут, сделают. Блядь, сколько таких ситуаций, да, блядь, не счесть. Элементарно, начинаешь до $10, ценовой диапазон 5.9, потом добавочная стоимость каждой новой единицы контента $5-7. При переходе на новый ценовой диапазон, например, 10-19, при переходе на 21-20, ну 20-29, делаешь доп. Продажу через маятник, то есть делаешь откат. Вот, то есть делаешь доп. Продажу и потом идешь в банк, не зная, купит он или не купит на новом ценовом диапазоне. Купил, идешь дальше точно так же. Все, это, блядь, элементарная практика, и если вы думаете, что она не работает, заходите в мои хайлайты, когда еще чайтером работал, и наслаждаетесь вот этой вот, блядь, феерией. Ой, того, как все охуенно работает. Абсолютно любой источник трафика между собой разнится, будь то соцсеть, будь то вебкам, будь то Reddit, будь то дейтинг, будь то фермы, что угодно, абсолютно везде трафик разный. И соответственно, если модель самостоятельно на постоянной основе гонит обильное количество трафика, условия для нее соответственно другие, что его подразумевает, что она получает процент больше. Мы не говорим о реале, где модель думает, что гонит дохуя. 30 фанов это не дохуя, условно говоря. Но тем не менее, смотря опять же каких. Если это люди заинтересованные, платежеспособные, модель вправе требовать большего процента для себя, потому что она своей активной работой на вебке приносит больше платежеспособных, заинтересованных в ней людей, что позволяет ей зарабатывать на этой анкете, в принципе, то и без трафера, который пришел благодаря менеджеру сюда сейчас. Поэтому она и получает больше. Поэтому условия между моделью и менеджером оговариваются согласно тому, какой вклад делает модель. Если же модель делает абсолютно все, вот прям и трафик пиздец, ну, мега медийно, условно говоря, как повезло, блядь, Якаю, например, с той девчонкой. Блять, ну там достаточно чатеров посадить, достаточно контент-менеджера на фиксу посадить, что еще, тимлида охуенного посадить, который там, блять, посадит херу гору людей, которые будут обрабатывать, и все, и этого достаточно. То есть там не будет идти речь о том, что, блять, модель будет получать, там, не знаю, 40 даже процентов, там, 50, я думаю, даже больше. Первое. По поводу выгорания на работе. Непосредственно я как человек, который проебал хуевую гору нервов на это все, блядь, ну, я не знаю, это, условно говоря, относиться как к какой-то, блядь, рыбалке, нахуй. То есть все зависит от того, насколько у тебя пиздатый спиннинг, наверное, блядь, и какая у тебя прикормка, хуй знает. Я на рыбаческом не понимаю. Но, тем не менее, мы говорим о том, что тебе нужно просто спокойно делать свою работу. Я не говорю о том, что делать ее на отъеби, делать просто на похуй какие-то, блядь, рассылки и на похуй отвечать людям. Ни в коем случае. Просто делаешь то, что должен.
Если говорить о том, что должен, это правильная фильтрация, которая таковая, скажем так, в силу того, что ты правильно делаешь тайм-менеджмент, скажем так, в процессе работы и уделяешь должное время всем по очереди, в зависимости от того, платит или не платит. Вот, и в процессе работы ты правильно сортируешь и платежников, и постоянников, и людей, которые только пришли. Сама фильтрация новоприходящих людей должна быть грамотной, то есть ты узнаешь, кто он, что он, потом правильно его прогреваешь, узнаешь его запросы, да, то есть играешь на эмоциональных каких-то качелях-горках, да, то есть что там углубляешь его в рутину, что ты обычная девчонка и так далее, не заваливаешь обильным количеством внимания. И когда переходишь на секстинг, и он просто сливается, нихуя не отвечает, и это уходит в бомжи. Если он торгуется, это отдельный вид клиентов. Если он покупает, тоже отдельный вид клиентов. Если покупает, но при этом покупает в определенном ценовом диапазоне, это тоже отдельный вид клиентов. Если он покупает пиздец как дохуя и больше, это вообще киты. Ну то есть вариаций очень много. Твоя задача непосредственно первичную фильтрацию до секстинга провести грамотно. И тогда у тебя все будет охуенно. И времени на это тратить прям вот чтобы много не будешь никоим образом. Человек банально не работал. Мы посмотрели тактики, методы его работы, мы прочитали абсолютно все переписки. Там даже не создается впечатление. Это просто факт, который оспорить попросту он не сможет. Человек на протяжении 2 месяцев практически ничего не делал. Самое смешное, что после выхода видео написала хуева гора потерпевших. И вот эта история продолжалась, блять, все это время, но только втихую, потому что о нем никто и ничего не рассказывал и не говорил. Я не знаю почему. И самое смешное, что в этих ситуациях он делал ровно то же самое. Он опять переезжал, он то болел, то не получалось, то не делалось, то, блядь. И каждый раз, когда он расходился с моделью, он говорил то, что, опять же, трафик говно, вот это вот все говно и так далее. Понимаете? Дело в том, что он хочет, чтобы ему, блядь, писали такие модели, нахуй, наверное, как Амарану. Но тут еще раз говорю, закономерный вопрос. Нахуя Амаране, которая получает с подписок миллионы долларов, услуги просто ебучего контент-менеджера, который делает просто пост о платной единице контента. Все, это вся его работа. Если говорить о чатерах, мы заходили на анкету в процессе, когда он работал. То есть я с фейка заходил, я просто пытался пообщаться с моделью, с его чатерами. Мне отвечали раз в сутки. Критическое удержание лида там попросту отсутствовало, его не было. Вот и вся работа. Он ничего не делал. Абсолютно. Просто ничего. Это 0. И поэтому 0 в статистике. Сейчас мы сделали на модели, чтобы не соврать, порядка, ну если в совокупности с 2 анкет, там уже где-то около 40-ника, блять, убил все к хуям вообще. У нас был постоянник, который там закинул около 15 тысяч долларов. Он как только увидел, что модель публикует платные видео, он просто сказал: нахуя ты это делаешь? Зачем? И обиделся. Все, больше он не коммуницирует никак. Охуенная, блядь, тактика, стратегия, анализ, блядь. Господи, нахуй. Место в преисподней, блядь. А, вот инвокер подсказал. Да, 42 тысячи, да. Все так. Безусловно, работает. Закрепление чатеров, закрепление клиента за определенным чатером работает при условии, если тот или иной чатер нашел индивидуальный подход к клиенту и его цифры кратно больше, чем у любого другого чатера на анкете. Он должен это обосновать, он должен это доказать, и в этом случае никаких вопросов касательно его профессионализма нет, и спокойно у нас выдается просто, скажем так, слот за этим человеком по этому клиенту. То есть я бы так сказал, то что это очень важно, потому что не нарушается контекст, он знает определенный подход, его просто метод работы, который похож в принципе с общим методом, он непосредственно индивидуально к нему подстроился. У других ребят это не получается, не в силу того, что они плохо работают, он на вайбе с ним, зачем это портить? У нас четко в команде прописано, что в силу ситуации, когда кто-то за собой столбит, если кто-то будет мешать этой работе, я могу за это банально уволить. Я всегда терпеть не мог. Вот я, когда работал чатером, блять, ну нашел я кита, ну за собой закрепил. Я нихуя не прошу, кроме того, что дайте мне с ним общаться. Ну вы же, блять, вне рабочее время, если он будет просто писать и не покупать, вы же не будете с ним общаться. Правильно? Правильно. Так в чем проблема, блять? Я готов общаться с ним в нерабочее время для того, чтобы его удержать. Все. А им он нужен был только для того, чтобы вот я его прогрел, меня на смене нет, ой, ебать, он на мою смену зашел, давай-ка я его сбрею по бабкам. Ну это вообще пиздец.
Поэтому если у меня в команде кто-то этой хуйней занимается, типа там вот была ситуация, что там поссорились, там кто-то заметку делает, все такое, я могу уволить просто. И все. У меня в команде нет ни штрафов, ни ебли за хуйню, вообще ничего подобного нет. Все, что я прошу. Здравая гармония в компании, организации, в команде и так далее. Никаких финансовых разногласий по поводу продаж. Если какая-то спорная продажа, вот недавно была ситуация, мы просто разделили между всей командой. И что самое главное, это если у человека есть постоянник, и кто-то мешает работе с постоянником, это застолбленный им постоянник. Человек специально мешает, я могу за это уволить. Все. Все. Это вот, это все, что у меня из каких-то правил в команде есть. Правильные рассылки, правильное знакомство, правильный прогрев, правильный секстинг, правильные продажи. Если все это делается грамотно, чек не может не расти. Что самое главное, появляется фактор наслоения, когда сохраняется пласт аудитории, который влюблен в модель в силу того, что она правильно себя преподносит. Все, и вы спокойно работаете, и чек растет. Вот честно, вот трафик с СФС, вот как был, так и остался, блядь. Тяжко, муторно, и в целом это просто уже лотерея. Там какая-либо стратегия не может в принципе работать, потому что человек пришел просто на похуй. Я, конечно, нихуя не эксперт, можно сказать, по этим вопросам СФС, блядь, но что-то мне подсказывает, что... Блять, лучше деньги потратить на что-то другое. Тем более, учитывая то, как Онлик сам относится к СФС. Вы сами видели то, что там уже пизды за него дают. Подожди, какая комиссия ЗП для тебя идеальна для секстера? В зависимости от анкеты, ну, блять, если очень большая анкета, если смена 6 часов, если никто не перерабатывает, ну, 15-20. Если модель с потенциалом, ну, нужно, скажем так, разогнать движок, 20-25 платим. Все. Вот, в любом случае, там и плюшки сверху есть, там, короче, вариаций миллиард. Но я думаю, что 15-25, сейчас уже 30 никто не платит. За бугром вообще, если вы думаете, что там за бугром охуеть какие большие анкеты, вот мы нихуя за ними не успеваем, просто знайте, то, что там платят просто фикс плюс процент. Если вы думаете, что этот фикс большой, вы нихуя не угадали. 3 доллара, 5 долларов, то есть вы можете отсидеть смену, да, получить свои деньги, но получить всего 5%. Интересно ли вам это? Если интересно, добро пожаловать на англоязычную доску по поиску, скажем так, менеджеров и работайте с ними. Но помните то, что если вы будете их не устраивать хотя бы сутки, вы сразу вылетите нахуй. Вот. А если вы потом выгорите из-за того, что вы зарабатываете мало, вы этого тоже никого не ебет. Разумеется, отличаются. Как правило, ночная, вечерняя смена самая прибыльная, утренняя и дневная, они, ну, на 20-30% менее активны в силу просто прайм-тайма в США. А тем не менее, компенсируется это правильной работой, наслоением постоянников, и у нас утренник ебашит просто вот Влад Дорт. Если он, конечно, сейчас сидит. Мой респект, блядь, потому что делать такие кассы в утро, блядь, это пиздец. И таких утренников у меня не один. То есть там... Работаю. Это можно видеть по тому, как растет текущая оборотка на модели после Йокая. Работаю. Да, я в посте вот выложил, блядь, я в шутку хотел просто тролльнуть, блядь, потому что, ну, это пиздец. Ну, то есть человек натурально говорит, блядь, на протяжении 2 месяцев, что аудитория говно. Мы, блядь, вот это вообще меня прям за сердце задело, то, что он говорит, то, что аудиторию мы выжгли, блядь, выжгли нахуй. А в итоге что получается? Мы возвращаемся, уже делаем 40к. Просто мне обидно за то, что если бы он бы, блядь, не влез нахуй, было бы уже 100. Потому что наслоение бы действовало, там были какие-то просадки, у нас был момент, когда у модели были проблемы с трафиком, и тем не менее мы просто держали цифру, мы не проседали. Вот как-то, блядь, ну сука, ну было бы 100к, ну какой же... Ой, господи ты, боже мой. Платную рассылку я приемлю в случае, если под эту платную рассылку подготавливается определенный пласт аудитории, и под этой аудиторией делается специальная рассылка согласно их вкусовым предпочтениям. Все. Ой, блядь. Вот понимаете, дело в том, что я настолько заебался за столько лет повторять одно и то же, что прям слышно, что я это говорю уже, как, знаете, не то, что это же с листочка, это просто в подкорке уже зашито. Это же база. Ну, люди, которые ее не понимают, к сожалению, потом не могут позволить себе большие чеки. Это их проблема. Я, можно сказать, и начал, ну, что называется, практически сейчас, каналу 2 года. Я его стал вести спустя полгода, как вошел в РУ Adult.
Вот, я на ваших глазах с нуля поднялся. Все, как бы первые несколько месяцев я набивал репутацию, собирал портфолио именно свежее, да, что можно было показать модели. Работал на разных анкетах, где-то меня послали нахуй, потому что, ну видите ли, одну смену отработал хуёво. В итоге эти люди потом пишут, говорят, будь нашим тимлидом, бля, что смеетесь, что ли? Ну, а потом появилась модель, с которой я сотрудничал в процессе подъема канала первый месяц, это, по-моему, был декабрь. Вот, все чеки вы с нее видели, потом видели еще одни чеки, потом я по приколу решился модель поднял, у нее там потом проблемы были с блокировкой ее счета, а вот там что-то с документами было, а что еще потом помню? Потом я не помню, если честно. Ну, в целом, где-то вот такая история. То есть, если ты хочешь подняться, это будет очень быстро. Если ты знаешь, что делать, конечно. Главное, грамотное резюме, грамотная подача — это первичный пункт. Тут пиздеть не стоит. Все смотрят, встречают по одежке, провожают по уму. Потом ты просто работаешь, показываешь себя в деле, зарабатываешь еще больше репутации. Что самое главное, всегда сохраняйте положительные отзывы на вас, так же, как и ваши хайлайты. Они влияют на ваше дальнейшее трудоустройство. Это всегда важно. Самое главное, чем свежее ваши хайлайты, чем свежее ваши отзывы, и чем более лоялен к вам человек, от которого вы ушли, то есть вы ушли по каким-то своим причинам объективным, то есть вы захотели зарабатывать больше денег, я за это не осуждал бы никогда. Вы это предоставляете, человек говорит, что да, действительно хорошо разошлись, потому что у тебя он может зарабатывать больше, и все, и это же охуительно. Полагаю, что тут двоякая ситуация. Возможно, трафик. Я не знаю, что у тебя за трафик. Если трафик максимально незаинтересованных людей, возможно, это точно... Ну, я полагаю, что, скорее всего, это не соцсети, где прогрев происходит на протяжении определенного промежутка времени. А, возможно, это какие-то там ГГхи, СФС, когда люди приходят, уже говорят, бля, хочу контент, хочу дешево. В таком случае выстраивание какой-либо коммуникации за счет эмоциональной привязки имеет место быть, но не так эффективно, как хотелось бы. Да, в таком случае потеть нужно в 2 раза больше. С другими источниками трафика тут как бы все... Я же говорил, то, что разные источники трафика, разный подход. К сожалению, как бы я там ни говорил, что хотелось бы, конечно, обрабатывать даже этих людей персонально как-то по-особенному. Как правило, эти люди начинают с того, что такие: лей, бля, дай сиськи жопу, бесплатно. И вот как с такими работать, блядь, ну тут, мне кажется, даже Всевышний бы не помог. Ну, это лично мое, конечно, мнение. Тем не менее, шаблонные какие-либо ответы, которые подстраиваются под запрос абсолютно безмозглой аудитории. Абсолютно, там нет ума, они вот вообще выжившие из ума люди. Но все равно появляются все-таки, скажем так, ребята, которые действительно заинтересованы в модели, таких главное не пропустить. Они общаются более адекватно, более спокойно, более снисходительно, делятся чем-то. Но это могут быть и нытики, как вы помните, да? И, соответственно, для этого нужно проводить правильную фильтрацию. Тогда всем вы сможете угодить. Это важно. Как ты относишься к тому, что чатер берет больше одного мембера на себя, приватизирует, ну, 5-10? В зависимости от того, как приватизирует. То есть он доказывает это цифрой, или же просто я решил, вот я просто взял и решил. У охуенного чатера может быть 10 своих постоянников, о которых персональный подход, и, соответственно, я ничего против этого и не могу иметь. С чего бы вдруг что-то иметь. Главное, чтобы за ними успевал. Это важно. Для этого достаточно просто проведи аудит, чекнуть, и если он везде успевает, он молодец. Какие вопросы к нему могут быть? Хочется сказать, беги, мой друг, но нет. Если действительно нужны деньги, я полагаю, что здесь даже на минимальных оборотах можно зарабатывать немало. Да банально просто. Начни с какого-то, я бы так сказал, агентства с малым оборотом, на котором ты мог бы поработать спокойно, поучиться уму-разуму, прощупать функционал самого онлика, нащупать паттерны различных клиентов и уже потом постепенно развиваться. Тут парадокс заключается в чем? Вот верите, не верите, но, к сожалению, это так. Опытный человек нужен вне зависимости от того, насколько большая анкета. Маленькая нужен тем более, большая нужен тем более. Блять, новички никогда нигде не нужны. Вот, блять, это вот реально парадокс, но это, к сожалению, так. Вот за что обидно, зато обидно. То есть на небольшой анкете тоже нужны профессионалы, потому что нужно точечно, моментально попасть в запрос клиента, который пришел, а приходят они там крайне редко.
Это что касается маленьких анкет. Что касательно больших, таких клиентов приходит больше, и твоя задача попадать уже не в одну цель разом, а, например, в 3 параллельно, продавая каждому из них контент, который им интересен. То есть, ну тут, к сожалению, нужно, блядь, пройти вот эту стадию роста своего персонально-личностного. Пиздец как быстро, иначе ты за паровозом не успеешь, и ты нахуй никому не нужен. Вот. Вспоминая свои первые смены, я врать не буду. Может быть, просто как-то оно получилось так, что у меня был неплохой английский более-менее, да и с переводчиком было гораздо проще. Конкретное понимание того, как бы в теории я бы это делал. И у меня все работало. Я за первую же смену, по-моему, там несколько сотен долларов заработал. Ну, не лично имеется в виду, просто кассы. А это было еще хуй пойми когда. То есть, ну как-то... Может, предрасположенность какая-то была, не знаю. Поэтому касательно первичного входа в сферу, блядь, как же тяжело. И с каждым годом вот эта планка входа, блядь, как у программистов, блядь, джуны нахуй никому не нужны, блядь. Скоро люди будут платить, чтобы сюда попасть. Я не шучу, вот правда. Вот такой вопрос. Я чатер сидел на модели, что почти ничего не делал. Я привык к ее контенту и мог продавать больше. Но мне дали новую модель. Она делает просто все, но заработок мой упал. Я не могу понять, почему у меня такое разное отношение к моделям. Как избавиться от такого поверхностного отношения? Я, блядь, опять же не понимаю суть вопроса, как избавиться от такого поверхностного отношения. Почему у меня такое вообще разное отношение? Да, оно ко всем должно быть одинаковое. Ты везде выполняешь одну и ту же функцию. У тебя дело, ну хотя да, дело безусловно в модели, в том, как она себя подает, и соответственно это влияет на непосредственно переписки, это факт. Но как бы... Да везде должно быть одинаковое отношение. Твоя задача просто правильно обрабатывать людей, знать паттерны их поведения и правильно выполнять с ними общение. Все, в принципе, ничего нового я тебе тут не расскажу. Как бы, какое отношение к модели? У кого-то больше контента, у кого-то меньше. Если меньше контента, работаешь в реалиях дефицита. Больше контента, располагаешь большим количеством контента, значит, можешь больше растянуть секстинг и сделать глубже чек. Ну, то есть, в принципе, тут ничего нового нет. Да у нас, блядь, если вы думаете, что мы рассылки делаем по типу, блядь, go fuck myself, блядь, там что-то, я не знаю, какую-то хуету, даже, блядь, банальные рассылки о том, что, мол, как у тебя там дела, что делаешь, да, как бы, ну, не слишком часто желательно, конечно. В идеале, но мы делаем там раз в 2 часа где-то, и эта рассылка удаляется через определенный промежуток времени. Тут главное, задеть триггер на общение, а ни в коем случае не на го ебаться, потому что на го ебаться приходит у 90% долбоебов и 10% людей, которые вместо того, чтобы с ними поговорили, выходят на просто дрочку и просто сливаются. Вот и все. Я хуёво отношусь в целом к тому, что, ну скажем так, давайте... В зависимости, во-первых, от того, какой профиль, платный или бесплатный. Если мы говорим о том, что это на платном, стратегия ведения подобного контента уже в реалиях платной анкеты, она отличается. Ну, допустим, если мы говорим о том, что она там будет более раскрепощена и показывать что-то даже платно, ну, в целом, как я могу относиться? Просто проблема, еще раз говорю, заключается в том, что если тот самый симп, который по вам течет, тратит на вас $1000, увидит в публичном доступе прямо сейчас в постах то, что вы показываете что-то бесплатно, то, что он покупает, не рассчитывайте на его дальнейшую лояльность. Мое личное мнение, лучше я вручную въебашу в 10 раз больше сил, но закреплю его в реальных сообщениях, ну, в реальных диалогах, прямо здесь, прямо сейчас, нежели я попытаю удачу на его покупательскую способность через нихуя не делание, в скобочках через просто один пост. Разницу, я думаю, вы ощущаете. Полагаю, что, скорее всего, проблема в глубине чека. Я не знаю, сколько в ценовом диапазоне от 0 до $29 ты сделал продаж единиц. Скорее всего, влияет непосредственно глубина чека, не сам ценник. Может, у тебя хуевая лестница, может, маятниками не пользуешься, может, добавочная стоимость хуета. Вещи, как бы, тут разные. Я не могу угадать, что у тебя там происходит. Да потому что в РБ, блядь, по моей какой-то не то что информации, ну я во всяком случае, я там не жил, но слышал, блядь, что там такая маниакальная просто, блядь, ёба-боба, там следят за всеми пиздец как, блядь, батька бдит, нахуй, картошку в очко засунет. Это без шуток, так? Но это так, как мне писали. Я не могу судить, я не знаю. Всего лишь озвучил то, как я слышал. Возможно, кто-то знает другие методы. Флаг в руки, барабан на шею, надеюсь, у нас все получится. Все. Более прогретый, соответственно, более заинтересованный, соответственно, больше шансов к эмоциональной привязке.
Связь уловил? Надеюсь, уловил. По поводу обработки, по поводу всего остального, говорил выше, повторяться не буду, а то у меня уже скоро сточится язык. Как правило, по поводу кастомов, средний ценовой диапазон это от $10 за минуту, в принципе. Ну, вообще в идеале мы стараемся хотя бы $20 за минуту брать, тогда вообще кошерно. Вот, но опять же, в зависимости от модели, в зависимости от ее трафика, в зависимости от того, насколько в ней заинтересованы, и в зависимости от того, скажем так, какой ценовой диапазон у клиента. Вот там мы уже это все делаем, потому что продавать кастомы нужно не сразу. Вообще не сразу. И очень вообще прям не сразу. Это проходит какой-то определенный промежуток времени, когда человек запрашивает что-то настолько особенное, что в реалиях секстинга это сделать невозможно. И тогда вы проламываете его на кастом, отталкиваясь от его ценового диапазона. Все. Ну и опять же, чтобы это не было в убыток модели, потому что модели это самое главное, что у вас есть, помните об этом. Потому что если вы доведете ее кастомами до, блядь, нервного срыва, вы потом, блядь, еще полгода нихуя делать не будете с кастомами. Любой трафик, который завязан на том, что происходит достаточно длительный прогрев, условно говоря. У моделей медийных почему такая заинтересованность? Почему, например, у модели Юкай, у которой столько так покупают, они видят ее дохуя. Очень дохуя. И долго-долго видят. И, соответственно, прогрев сам по себе предварительно очень большой. Они уже приходят прогретыми. Там уже ваш ответ уже для него это «Вау, нихуя себе!» Она мне ответила, с ума сойти. И все, и с этого можете плясать куда вам угодно. Блять, там настрой, господи. Блядь, я как подумаю, что там я могу сделать 200к, у меня же руки чешутся, блядь, сука. Ну, это фермы всякие, всякие большие медийные инстаграмы, наверное, что еще есть? Ну, фермы это тиктоки, тиндеры и так далее, в зависимости от подачи. OFTV тоже заебись. Ну и там дальше идут там Reddit и твиттеры, хуитеры и так далее, наверное. Так предварительно пообщайся с юристом, с бухгалтером, оформись, сделай что-нибудь для этого. А в идеале, блядь, приходишь в криптообменник, блядь, переводишь всю наличку. Как наличку-то отслеживать они будут вообще, как? Никак, блядь. Тем более 150к, блядь. Там криптоны, блядь, по несколько миллионов, блядь, выводят, а ты говоришь 150к. Думаю, вряд ли. Заходишь в мой канал, находишь пост, где я говорю, как бы я начал, читаешь, получаешь удовольствие. Невероятно признателен тому, что вы, в принципе, все находитесь здесь. Пиздец, как благодарен за отклик под видео. Безумно просто признателен за ту конверсию и просто отклик сам по себе, который вы даете. Это с ума сойти можно. Я нигде такого не видел. Во всяком случае, я не так и много смотрел. Но, блядь, ваша активность это просто что-то. И если вы думаете, что, блядь, когда вы там не реагируете никак, это, ну, похуй, никак не скажется, благодаря тому, что у меня настолько живая аудитория, я настолько был заряжен сделать это видео. Я же мог просто на похуй. Не, ну, опять же, там первично было то, что заступился за модель, мне ее пиздец было жалко, блядь. Потому что такую ёбищу нужно было наказать. Но вторично, я понимаю, на втором месте, то, что у меня аудитория сумасшедшая просто. Ну, кто, блядь, ну, кто в здравом уме таких людей будет кормить видосом, где я просто нудно бы рассказывал, вот такая вот ситуация, значит, наебали мою модель, там, вот это туда-сюда, и просто скрины бы, знаете, вот слайд-шоу бы нахуй въебал. Ну это же говно, ну это просто пиздец. Вы заслуживаете большего. Это я говорю как есть, это правда. Потому что рекламы у меня на канале нет. Это вы тоже видите. Я от вас вообще нихуя не прошу. Ну, въебали лайкосик, я... Все, люблю, целую в лобик. Нет, я работаю только как тимлид. То есть я выстраиваю команду и с ней работаю. Мне это гораздо проще. Потому что ты людей отдаешь, они потом жалуются. Вот в пизду, блядь. Да кому как удобно. Если у тебя заранее заготовленный бюджет, определенные суммы в неделю, ты просто выплачиваешь, через неделю ты их получаешь чистыми у себя же. За вычетом выплаты чатером. То есть каждому по-своему, каждый оговаривает условия по-своему. Да тут вообще ситуативно, я вам скажу. Прям вот на каждой анкете вообще по-своему. То есть нужно смотреть, исходя из того, как реагируют на те или иные рассылки, которые были до вас.
что более интересно от модели. Но, опять же, дело не сколько в интересе пользователя, сколько в отклике дальнейшем. То есть, может быть, рассылка, которая посмотрит дохуя, но ответит не, вообще мало людей. А есть моменты, когда, да, прочитало не так много, но зато прочитали и ответили. Это ваши потенциальные лиды для обработки. Разница колоссальная. Пиздеть не буду, никак. Уповать на удачу, уповать на то, что у тебя появится какой-то кент, ну и нарабатывать свою профессиональную деятельность и портфолио. И тогда вполне возможно, что со временем ты наработаешь все то, что позволит тебе выйти на пиздатую анкету. Кстати, да, собственно, я понимаю, что вы сумасшедший, вы там вопросы зададите еще миллиард. Энди, брат мой, как у тебя дела? Вот. Я постарался ответить на все, что мог. Я понимаю, что они не остановятся. Да, вот. Собственно говоря, как у тебя дела? Что ты, как ты? У меня все хорошо, жду вопросов. Давай я, может быть, представлюсь. Да, представься. Да, меня зовут Андрей, можно Энди, это кому как удобно. Я владелец небольшого канала Content Models, который веду уже, наверное, 2,5 лет. И также овнер агентства Content Model Management. Стараемся сделать топовый менеджмент, и каждый день над этим работаем. Это если кратко. Слушай, история очень... Не знаю, кто как попал, но у меня достаточно простая. То есть был некий, наверное, назовем его, если просто человек, который имел инфопродукт в Адалте и посредством Инстаграма хантил людей в Инсте. То есть у него были менеджеры, которые находили, я не знаю, по каким критериям, анкеты мужиков, женщин, не знаю, парней, и писали им, типа, вот есть такая тема, там, условно, не хотел бы ты, вот знаешь, когда присылают голосовые, типа, есть такой проект, там, туда-сюда, крипта, и полетели. Вот практически такое же голосовое сообщение я получил. Ну и обычно такие люди были посланы в одну сторону, и, соответственно, в этот раз я просто решил, мне заинтересовало. Дальше они вели, так скажем, по своей воронке в бесплатную какую-то часть курса, где рассказывалось в принципе об OnlyFans, что он существует, что есть так называемые овнеры. Тот человек, тоже такой секрет раскрою, то, что он позиционировал модели OnlyFans определенным термином, он их называл контент-модели. То есть в те еще времена вебкам он все равно больше как бы был распространен в целом и популярен, да, вот эти понятия овнер, фансы, они все равно еще были не так сильно развиты. Собственно, откуда и появилось название Content Models. Просто он постоянно употреблял эту связку. То есть он говорил контент-модели, то есть это модели, производящие креаторы только контента, условно, без какой-то там секса, эскорта и прочего. Ну и, соответственно, я поучаствовал в его бесплатной части инфопродукта, меня заинтересовало, просто я бывший коммерсант, так скажем, да, там, какой-то товаркой занимался, ну и разными прочими вещами. То есть меня заинтересовали цифры, меня заинтересовали доллары. Я начал изучать рынок, начал с трафика, начал заниматься Reddit. Нашел первую модель, начал на нее вести трафик с Reddit, как-то с ним взаимодействовать. Вообще вот просто первое, что я сделал, я сразу же где-то там в какой-то доске, я даже уже не помню в какой, это нашел модель. То есть девочка откликнулась, мы с ней какое-то время поработали, не совсем удачно, у нее там тоже какие-то были... Она была достаточно прям новенькая в этой сфере, а потом она отказалась работать, вообще решила, бросить это дело. Ну и так постепенно я потом еще с кем-то поработал, с одним агентством на аргентинках, то есть у нас там было условное, там, я был условным партнером, так скажем, из-за того, что я вел трафик с Reddit. Дальше, когда у меня появились какие-то скиллы в Reddit, я начал вести канал, который сейчас у меня есть. Ну и так постепенно я пытался набирать моделей, занимался Reddit. Ну и вот все это перетекло в то, что у меня сейчас достаточно большой канал, такой средний, да, там по количеству подписчиков. Есть определенная какая-то история, и у меня есть менеджмент, овнером которого я в принципе являюсь. Так, смотри, какой вопрос.
Я даже тебе скажу, что ключевым не являются деньги. Ты же понимаешь, что есть Да-да-да. ребята, которые залетают с арбитража, у них с деньгами, ну, совершенно нет проблемы. У них даже у некоторых команд денег побольше, чем можно заработать в Адалте. Но проблема в том, что сейчас самое худшее время, наверное, чтобы заходить в этот темат, потому что сейчас повысилась экспертность. То есть, чтобы тебе сейчас что-то здесь сделать, ты должен быть просто неебическим экспертом в любом деле. Будь ты тимлид, чатер, кто угодно, откуда ты начинаешь. То есть, но именно овнеру сейчас тяжелее всего, потому что сейчас есть определенные проблемы с трафиком, да, его так немножко за счет популярности этой деятельности немножко, я не знаю, заабузили до такой степени, что все площадки начали жестко антифродить все, и все-таки трафик, является такой тоже достаточно серьезной частью, Да, это и без него, первичка. Это невозможно. первичка, да, Да, безусловно. да, Это это просто факт, база, да, да, то это есть база. площадка для старта. И сейчас вот просто залететь, как 3 года назад, потыкать что-то в Reddit и получить 500 подписчиков в сутки на страницу какой-либо модели, да, это практически нереально. То есть сейчас каждый вид трафика имеет совершенно уже То есть с другие условия. приходом конкуренции и знаний от других людей, понятное дело, Да. растет конкуренция, растет порог входа, и порой даже огромные суммы, которые может себе позволить тот или иной человек, пришедший сюда, никак не повлияют на его Не решают. дальнейшую доходность, да, если же человек не обладает огромным пластом знаний, в особенности, которым должен обладать овнер. Но это если бы я бы заключил, наверное. Да, и также подмечу, что еще важны связи. То есть даже если ты начал 3 года назад, 4, кто-то еще больше, он со временем просто накопил огромное количество связей. И иногда некоторые вопросы, которые ты не можешь закрыть ни экспертностью и не деньгами, ты можешь закрыть связями, потому что ты в комьюнити, ты можешь с кем-то общаться и просто получить какие-то ответы на свои вопросы, просто вот у людей, и закрыть свои вопросы. То есть человек, который пришел новичок, ему сейчас практически невозможно это сделать. То есть, и просто ему неоткуда взять эти... Но это если говорить, давай так, я бы так сказал, смотря что считать новичком. В нашей адалт-сфере новичок — это человек, который вот только пришел, немного, скажем так, не совсем знаком со сферой в том объеме, в котором он должен быть знаком, но предметно, условно, он охуенно знает за трафик. Мы прекрасно понимаем, что его карьера будет стартовать гораздо более ярко, нежели у человека, Да. который вполне возможно, что-то знает, что-то видел, что-то читал, готовился, даже какие-никакие связи есть. Но если же они никак не переплетены с самым главным аспектом для работы на анкете, это с трафиком, будет пиздец тяжело. Вот прям жопа Да-да-да. будет рваться прям вообще, блядь, вообще. Большинство команд, большинство успешных, крупных, очень крупных агентств, зачастую они пришли из арбитража, потому что они с этим плотно работали до. Они пришли, перестроились и работают, более успешно, тем более они умеют масштабировать команды, поэтому они зачастую быстрее растут. Быстрее во-первых, одиночных овнеров, всегда команды больше. Вот. Но это уже на опыте, с кем я общаюсь. Ребята, где не один овнер агентства, а несколько, как правило, всегда больше тебя. Просто, то есть Да, редко, когда... Я практически ни одного овнера не знаю с очень большим агентством, чтобы он был один. То есть в основном это какое-то партнерство. Да, 2, 3, 4 да. партнера. Опять же, мы с тобой соприкоснулись в работе, по-моему, в феврале. Блять, это было, наверное, самое легкое сотрудничество, знаешь, в каком плане именно старт, в том, что вот просто созвонились, я тебе сказал, вот тут пиздец, надо менять. Да, Блядь. По-моему, через 5 минут получил оплату от меня. Да, и все, и мы пошли работать, блядь. блядь, все, больше них. И за это время, опять же, ты сам знаешь, какие результаты мы тебе дали, я думаю, работай, ты доволен. Тут скорее Шикарно. такой вопрос. Слушай, я скажу так, что для любого овнера, то есть он же, овнер, он управляет большим количеством отделов. То есть ему помимо того, что нужно, да, с трафиком работать, есть просто ряд сотрудников каких-либо функций, да, по менеджменту, от бухгалтеров, контент-менеджеров и многих других. То есть плюс у него еще, получается, есть отдел продаж, да, от которого на самом деле очень много зависит. Какой бы ты трафик ни привел, если ты
плохо где-то доработал со своим отделом трафика, отделом продаж, то, соответственно, ну, у тебя, ну, не будет это биться. То есть результаты у тебя могут быть намного ниже, чем они могли бы быть с грамотным, профессиональным тимлидом и командой. То есть если человек еще в этом гений, это я сейчас про тебя, то как бы это, ну, решается и превращается в большие обороты. То есть, если Словно... мы говорим... Ну, продолжай, извини, что перебил, да-да? Да, давай, продолжай. Я просто хотел сказать то, что в личном моем понимании, то есть, можно гнать огромное, просто несусветное количество трафика, но если обработка не идет должным образом, это все сказывается на итоговой цифре. Вот что самое главное. И что самое главное, из этой цифры, если она не настолько большая, урезаются возможности овнера для дальнейшего реинвестирования и осваивания новых источников трафика. Вот что я хотел сказать. Я могу даже тебе так сказать, вот такой даже, наверное, отзыв дать на опыт работы с тобой, например, да. Смотри, получается, когда ты вот пришел, да, то есть ты с моих плеч снял огромное количество забот. То есть я вот, если честно тебе скажу, за последний, ну сколько мы, наверное, год? Нет, меньше? Ну, достаточно чуть-чуть меньше, работаем. Да. Ну, почти уже год скоро будет. Да, то есть, когда к тебе приходит с готовым продуктом, таким как отдел продаж под ключ, ну, вот как ты это позиционируешь, ну, и конкретно у меня это так, да, в партнерстве с тобой, твой фокус смещается больше на важные вещи для овнера, то есть это трафик, менеджмент, да, общение с моделью и так далее. То есть на маркетинг, в принципе, своего агентства. И те даже, ну, так скажем, ну, условия, я не знаю, как бы достаточно приемлемые. То есть никаких денег я никогда бы не пожалел за то, что я получил условно. То есть я вообще не думаю об отделе продаж. Я знаю, что сколько бы я трафика не привел, у меня будет хороший оборот. Я знаю, что если на рынке сейчас шторм, и я не могу привести нормально трафа, да, по каким-либо причинам, ну, то любой мы все сосед равно штормит, его да. тебе, блядь, Да, охуенно вы обработаем. все равно Да. какой-то период будете держать оборот нормально, не будет просадки там на 50%. Просадка может быть месяц от месяца, то есть не всегда получается с трафиком Не, ну решить с тобой быстро. на самом То деле, есть бля, ты- пиздец чудеса, потому что, блядь, у нас даже просадки не было ни разу. Да, как таковой не было. И я Да. тебе скажу, что я вот работу овнера всегда ассоциирую, знаешь, вот когда ты на пляже строишь песочный замок. То есть он у тебя постоянно пытается рассыпаться, но Да. ты его пытаешься, как бы, понял, достроить. Да. Но вот когда у тебя какая-то часть полностью закрыта, тебе проще работать с другой. То есть, не знаю, я вообще просто максимально доволен. Это было одно из самых моих быстрых решений и одно из самых правильных. Тогда через 5 минут оплатить тебе. Ну да, и самое, честно да, и поработать. самое главное, это то, что вот как я сейчас помню, это то, когда мы начали работать, как ты охуел через неделю, когда такой, блядь, Да. так было можно, блядь, я не влезаю Я, в чат, знаешь, а там все заебись. Конечно, на тот момент я достаточно быстро остановил работу с предыдущей командой, хотя она была тоже неплохая, и там есть классные ребята, и, кстати, некоторые из них до сих пор с нами плотно работают, и со мной, которые уже там, я не знаю, там 3 года работают. Я такой человек быстрых решений, да, и я считаю, чем быстрее, тем больше толку, да, в принципе, да, там в бизнесе. Я тогда просто остановил свой отдел продаж на аудит. То есть я не говорил, что, я не уволил команду в один день. Ну, как бы это некрасиво в любом случае, да. Но я остановил на аудит с такими словами, что сейчас Саша сделает аудит. Если там все хорошо, и я такой на тот момент реально думал, что там все хорошо, и что, в принципе, там вопросов быть не может. Я охуел, как Да, и когда ты зашел и начал просто в своей манере просто крыть там все благим матом, я такой, ребят, сорян, нам надо расставаться, у меня заходит новая команда. Я понимаю то, что людям некоторым не заходит, не то, что моя подача, в принципе, какая-то прямолинейность, блядь, вот честно. Слушай, ответь на вопрос, этот вопрос висит в воздухе. Так. Почему ты так много материшься?
Я сапожник. Дело даже не сколько, хорошо, я могу не материться, но просто дело в том, что мне так комфортнее, что ли, может быть. Может, стиль какой-то, может, нужно я тоже считаю, что в этом нет никакой проблемы. Я просто говорю о другом. Дело в том, что я могу материться сколько хочу, вот честно. Это субъективное мнение каждого, кто-то может слушать, кто-то может не слушать и так далее. Но уж лучше я буду материться как сапожник, но делать хорошо, а если честно говорить, то охуенно, нежели если я буду, блядь, подлизываться как Йокай на протяжении месяца к модели, писать под нее посты, что вот, мол, якобы готовы ли вы подождать полгода, да, что с нулями у себя на балансе, чтобы когда-то заиметь рост. Вот, лучше я все-таки буду материться, буду я таким, какой я есть, но я буду делать работу хорошо. И это не из разряда, что я такой охуенный, да я просто работаю и все. Неважно, как я там себя есть подаю. Результаты, почему бы об этом лишний раз и просто напомнить, я же помню то, что я просто помню, как я зашел к тебе на анкету первый раз, мы делали аудит. Ну вот скажи, да, с матом, да, я вот достаточно жестко прохожусь по анкетам, если я тебе честно скажу, меня это никак вообще, то есть я сам, честно скажу, матершинник, и, в моей речи очень много мата, я люблю так же, как ты, правду матку в лоб, с матом, я больше с юмором, это примешиваю, но у меня стиль общения немножко похожий, то есть, поэтому я вообще тогда, когда ты начал это говорить, для меня это не было шоком, я же, если бы я как-то меня это оттолкнуло, я бы через 5 минут с тобой не начал сотрудничать. Да, просто мы завершили звонок, скажем так, тебе уже полетело. Для окраса в реалиях того, что, нельзя сдержать эмоции, когда ты видишь объективно ужас, просто ужас, и что самое страшное для меня, упущенные возможности. Объясню, что я имею в виду. Дело в том, что когда я был на месте Овнера, какой-то небольшой промежуток времени, когда поднимал свою модель, я четко и ясно понимал, что упускаются деньги, что самое главное. В любом случае, в отделе трафика есть такое понятие, как тесты. Эти тесты очень дорого стоят. И что самое главное, позволить себе такие тесты ты можешь только в случае, если уже рабочие источники трафика окупаются кратно. Если же они не окупаются, если идет все один к одному, в каких реалиях мы будем жить тогда, если просто у Овнера не будет возможности экспериментировать с трафиком? Потому что это дорого. Сейчас это жутко дорого. Просто с ума сойти, насколько дорого. И вот я об этом и говорю, да. Вот одно из лучших сейчас решений было, это буквально произошло 2 недели назад, в моем менеджменте, это то, что я создал тест-отдел. Я его прям так и назвал, то есть у нас есть 2 ребят, которые на ежедневной основе тестируют разные новые виды трафика, и основным там для тестов является TikTok, то есть подбор крео и так далее, то есть и ты не поверишь, буквально через 2 дня, без покупки гайдов, без траты денег, мы нашли сами связку. Есть сейчас проблема у ТикТока определенная с конвертацией этого трафика, мы ее решаем, но цифры нереальны, если под эту связку масштабировать людей, то есть, сделать отдел из 40 воркеров на сделки, это может просто разнести. Я к чему это сказал? То, что решение по трафику есть, если копать и работать. То есть можно найти, тем более не надо зацикливаться на каких-то базовых вещах. Все знают про базовые Reddit, Twitter, Instagram, YouTube, TV, если модель может делать, Reels и так далее. Но есть огромное количество площадок, маленьких, небольших, начинающих, которые когда-то могут выстрелить, во-первых, и ты можешь, заведя свою модель на дистанции, потом очень круто хайпануть и собрать весь трафик, первым, потому что твоя модель уже там будет с аккаунтом, уже с какой-то историей. И я к чему? Даже собрав с каждого из этих видов трафика по 10, 15, 20 фанов, это и является сейчас выходом для многих, чтобы поддерживать себя в такой, достаточно непростой период на рынке. Потому что сейчас, период смерти агентства. Это об этом сейчас все овнеры говорят. И что кстати, самое главное, опять же, все эти тесты, возможно, в реалиях, когда ты не обращаешь внимания на такие действительно важнейшие аспекты, как отдел продаж. Вот я говорю, я дегенерат в трафике, в овнерстве, я не знаю, в скаутинге, наверное, но я умею делать отдел продаж, нахуя мне лезть куда-то еще? Ты охуенный менеджер, у тебя есть свои стратегии работы и так далее, я даже в них не лезу, блядь,
Знали бы вы, блядь, ну вот мы сколько с Энди работаем, мы общаемся с ним только по факту. Бля, Сань, охуенно. Бля, Сань, зарплата. Ну да. Все, Ну все. да, да, То есть у нас Слушай, нет я даже больше... Я, да, не с непосредственным тимлидом больше общаюсь в последнее время, чем с тобой. С тобой Да, мы в основном да. просто радуемся результатам. Да. То есть он Такое больше есть. с моим даже Ну, я, честно, заместителем просто общается, стараюсь да. себя не отвлекать и лишний раз там дергать. Я просто понимаю объем работы у тебя, у меня Да. он тоже сейчас не маленький. Да. И большое количество моделей приходит, всех нужно Я запустить. просто в силу и моего простые роста я истории. больше перешел в более векторно-организаторские задачи, да, скажем так, где моя задача расти, скажем так, вширь уже, да, то есть не точечно что-то там вбивать, точечно у меня уже все выстроено, то есть Вадим тому свидетель, и опять же, Вадим здесь, бля, люблю тебя, брат, пиздец, потому что человек, опять же, тоже меня разгрузил в каком-то аспекте, то есть я вот делал видео, это круглосуточная, просто бесконечная, блядь, работа, вот просто. И тем не менее, я знаю точно, что вне зависимости от того, насколько я его оставлю, все будет, бля, на мазди. Я точно в этом уверен. То есть человек прошел со мной огонь и воду и медные трубы, и все. Я точно знаю то, что в плане кадрового подбора, в плане работы с людьми, в плане каких-то аспектов он все сделает идеально. Меня зовут только в случае, если нужно векторно что-то определить, подметить какие-то ошибки, объяснить ребятам. Без шуток, вот абсолютно не угораю. Душевный подъем. Я не знаю, почему так получилось, но людям это пиздец как важно, я им это даю. То есть чатеры что-то там устали и так далее. Они, Вадим говорит, что там, брат, нужно вот помочь им объяснить, что-то рассказать. Я захожу, я объясняю. Единственное, когда могу повысить голос, но это уже иногда выводит меня, когда вот, например, одно и то же объясняешь по 8-му разу, люди принципиально от этого отходят. Но со временем я понял одно, что есть ребята, у которых просто замыливаются глаза со временем работы. И они отходят от какой-то правильной стратегии разово, попробовав что-то другое, и оно влетело. Я не думаю, что это будет работать всегда. В моем же случае я считаю, что лучше стабильно и постоянно, нежели вот разово получилось, все везде сработает. Разово, к сожалению, это просто разовый взлет, а тебе нужно на стабильной основе что-то делать. Вопрос касательно, наверное, модели. Вот давай так. Я, когда подбирал модели в свое время, я считал, что все-таки, безусловно, решают какие-то определенные типажи. Считаешь ли ты, что все-таки в этой сфере либо же решает определенный типаж, который дает самую большую конверсию, то есть всякий babyface, ну ты сам знаешь, о чем я говорю, да? Или же все-таки есть больше вот эти девчонки, которые, блядь, каким-то чудом ты бы в жизни не поверил, что она залетит, ты делаешь первичный тест, и там просто взрыв. Вот как ты считаешь, что из этого... Я просто считаю, что если речь идет о начале пути, то, конечно, овнеру, там, тимлиду, да, повезет, если он получит сразу babyface, да, так называемый. Так как они, как бы это уже устоявшийся, так сказать, это база, что они конвертят при любом раскладе лучше, чем другие типажи. Так сложилось, это специфика. Но я считаю, что практически любой типаж, если хорошо проработать, если модель готова взаимно с тобой работать, то есть не на тебя, не ты на модель, а вы взаимно идете к одному результату, то есть, да, то есть твоя команда и она, вы вот смотрите в одном направлении, она готова делать все, что может, да, там в каких-то определенных рамках, то практически с любой можно сделать хороший баланс, я считаю. Не сразу. Единственное, нужно подчеркнуть, что сейчас не время быстрых стартов, как это было раньше. Мы сделали за месяц 50к. Хотя такое возможно, если вдруг у вас есть, например, хорошая фирма по ТикТоку, которая работает, а не сломалась через день, в кавычках, да, то есть результат можно достичь проработкой модели постепенно, планомерно, месяц, 2, 3, 4, 5, пускай 6. На 6-й месяц можно выйти на хороший доход и для моделей, и для менеджмента, чтобы это окупалось. Поэтому я считаю, что не нужно сильно цепляться за какие-то топовые типажи. Например, когда я ищу модели, у меня в объявлении, конечно, первые строчки занимают, что я ищу типаж babyface, косплей и так далее. Но снизу у меня написано, мы рассматриваем любые типажи. Некоторые модели очень харизматичные. Да, некоторые модели обладают какой-то нереальной внешностью.
Я сейчас, понятно, это все очень субъективная вещь, но я говорю о каких-то общепринятых, да, там, мерах красоты. И, ну, она может быть абсолютно, ну, не живой в кадре, например. Это очень важно. То есть ты там ее просишь сделать какие-то рилсы, она, ну, совсем, ну, не может работать. Это не говорит о том, что она какой-то плохой человек или там, ну, это не всем дано, так скажем, да, быть актерами и, в принципе, там, не бояться камеры. Кто-то готов этому учиться и постепенно приходит к этому просто за счет большого числа итераций. То есть снимает, и когда-то просто начинает стрелять, находит. Во-первых, еще формат нужно найти обязательно. Вот, короче, я чуть-чуть уехал в какие-то дебри. В целом, я считаю, сильно привязываться не нужно. Нужно больше работать в глубину. То есть, но на это нужно время. Вот все. Да, ну то есть, опять же, это вот твое мнение, я его полностью поддерживаю, потому что сам был свидетелем того, как, ну не скажешь, что она какая-то вот вау просто, но как только, ну имеется в виду по картинке, скажем так, но как только ты запрашиваешь у нее контент, и она его снимает, и происходит общение с клиентом, и ты в ахуе, люди от нее с ума просто сходят от того, как она себя подает. И мы не говорим о том, что, бля, она страшна, ни в коем случае. У каждой девчонки просто своя специфическая внешность. Кто-то, блядь, подходит одним, кто-то другим, кто-то имеет типаж, который подходит большому количеству клиентов, скажем так. Вот, это не отменяет того факта, что, блядь, в зависимости от подачи, блядь, цифры могут отличаться. Кардинально просто. Это вот очень важно. Так, важный момент. За 10 месяцев нашей с тобой работы, я даже в чат сейчас скину статистику, тут недавно мы преодолели барьер, знаешь, в сколько? В $500 000, кстати. Вот. Но это не считая... Плохая цифра, но мне кажется, главные цифры будут впереди. Да, в 2025 году, уверен. Ну, потому что, блядь, что-то как-то в последнее время, ебать, сколько там сейчас всего готовится, мама дорогая, с ума сойти. Так, ладно. Потому что нужно, да, экологично работать, и все будет. Да. Я не могу не обратить внимания. Я понимаю, что человек добивается вопросов. Джой, что ты у меня спрашивал? Вот, извини, но вас много. Ты тоже не один, хорошо? Безусловно, как и у всех, он у меня есть. Где-то мы не сошлись по тому, что человека не устраивала цифра. Вот бывало такое, что вот мы проработали неделю, я ему говорю, ну подожди ты, ну где я тебе успею наработать базу постоянников? Нет, не работает. Пиздует другое агентство, ему там делают еще хуже, и он возвращается к себе и говорит, блядь, ты был прав. Было такое, то что вот была модель, у которой только ГГ-трафик и так далее. С одной моделью у меня все хорошо, с другой моделью не пошло. Но у меня таких кейсов, ну по пальцам перечесть, с которыми мы разошлись. Просто если человек выполняет тот объем работы равно моему, который происходит непосредственно в отделе продаж, но расхода быть по определению не может. Понимаешь? Ну хорошо, допустим, были негативные расходы, ну в каком плане? Ну то есть, ну мы просто остались на той же цифре в течение недели, человек сказал все. Ну бывает такое, деньги вернул. Было такое, что возвращал даже с надбавкой, говорил, что типа, ну вот как бы не получилось, скажем так, не удалось, вот держи. И человек оставался доволен. Поверьте мне, если бы кому-то очень сильно хотелось выложить на меня негативный пост, он бы это, блядь, сделал. Если сейчас, вот я уверен на 200%, кому-то захочется поднасрать мне в репутацию, напишет Йокай, и он потом невероятно, он сделает про меня статью, блядь. То есть на 3-недельно создаваемое видео, ради которого рвались нервы, блядь, он выложит статью. Это просто пиздец. Ладно, хорошо, опустим это. Вот, так, по поводу, вот опять же, негативных каких-то моментов. Да, были, и они будут, и они всегда будут. С кем-то не сошлись так, с кем-то не сошлись так. Но если я кого-то наебу на 100%, как это сделал Юкай, вы об этом сразу узнаете. Вот почему, вот всегда вот был такой вопрос у меня. И это прям праведный гнев, если честно. Кому-то спускают абсолютно все. Вот клянусь, абсолютно все. Терпят месяцами, верят в хер пойми что. Мне даже иногда недели не давали. Говорили, блядь, не, нахуй. Вот те же цифры пока что там 10% не устраивают, иди нахуй. Это же абсурд. Ну как так? Я не знаю. Может это из-за моей подачи, может потому что я не собираюсь ни под кого прогибаться. Я просто прямо говорю, может из-за этого. Может потому что я никому жопу не лобызаю. Но я и не собираюсь, я просто делаю свою работу. Это что касательно вот такого момента. Слушай, у меня была модель, которая с момента того, как она дала мне логи, и до момента, когда она сменила пароли со словами «ты не заработал мне денег», прошло 4 дня. Вот ну или рекорд. Так, да. Представь, да, ну как бы, и эта дама еще умудрилась на меня, это было времена, когда Гарант Давыдов тут что-то кипиш наводил во всей вот этой сфере, и он находил такие
темы, ну, чтобы нас дискредитировать, там, Стефана, да, Кардо Крю, ну, и других. Так вот, они в помойку выложили этот пост. Ну, блин, любой адекватный человек, увидев число 4 дня, ну, поймет, что это просто, ну высер. Как бы это ненормально. Типа. Никого Вот не даже... волнует, никого вообще не ебет, Нет, понимаешь? да, Вообще все, абсолютно. негатив. То есть, условно говоря, вот я клянусь, если я кому-то за неделю что-то не сделаю из разряда плюс 200%, скажут, пошел нахуй. Но просто у некоторых анкет сейчас ситуация такая, что нужно, ну, я не совру, если скажу, что месяц, но месяц, которого вы увидите плодотворной работы. А у кого-то, как у тебя, там настолько был пиздец, что там даже если я просто чихну, блядь, правильно, там уже все пойдет хорошо. Ситуации бывают разные. Но когда на тебя публикуют негативный какой-то отклик, никого это не волнует, никто не будет разбираться, ты пидорас и хуесос, просто по определению. Что там случилось, почему там случилось, кто там виноват, да кого это волнует, главное же вот оно, блядь. То есть если бы были бы какие-то обвинения в сторону, скажем так, человека, который сделал хуйню на уровне Юкая, как вот я выложил, ну я вот еще раз говорю, вот условно говоря, я не исключаю той возможности, что я уже знаю, какие там на меня будут какие-то аргументы касательно там, я уже видел, что он там в закрытых чатах пишет, это похуй, я это оспорю хоть, блядь, сейчас. Я дождусь, пока он выложит, хер с ним. Пусть отдыхает, делает, что хочет, мне похуй. Но если аргументация будет на уровне, который предоставляю я, на реальных примерах, на откликах потерпевших, скажем так, вопросов никаких не будет. Но если это все укладывается в то, что вот неделю поработал, вот цифра не поменялась, говноед, ну это же вообще пиздец. А людям нормально, люди думают, что это вот бывает и такое, да, вот как бы он хуёво отработал. Блядь, я этот мир, наверное, никогда не пойму. Ну да, так и есть, блядь, твоя задача от ветра защищать, но опять же, главное это делать грамотно. Просто я понимаю то, что с Энди были ситуации, когда не он виноват вообще и близко, да и в принципе за время работы он ни разу виноват в просадке трафика не был. Просто меняются тенденции. Все, где-то ограничили, где-то урезали, где-то поменяли правила, и наша задача сохранить его возможность экспериментировать дальше. И рано или поздно это приносит плоды, которые окупают время, ну не то что простое, просто, грубо говоря, мы выросли там на, да, за месяц там где-то на 30%, где-то на 40%, где-то там на 20% и так далее. А тут мы просто встали на месте. Ждем. Но мы ждем не с нулями, как у некоторых, да, анализаторов и стратегов, а просто с охуенной суммой на балансе. Ну просто она и без того охуенная. Вот в чем разница. А мало того, мы продолжаем расти вширь. Да. И вглубь по качеству проработки, потому что еженедельно я нанимаю новых сотрудников, которые выполняют определенные ключевые, новые для моего менеджмента, скажем, функции, да, и их все больше, и все качественнее мы продолжаем это делать. Могу сказать более того, не буду афишировать, о каких моделях идет речь, в топ-20 как минимум несколько моделей подняты с моей руки. Живите с этой информацией. Это что касательно профессионализма оказанных услуг. Это чтобы вы просто понимали. Как бы, если у вас фансли охуевший просто потенциал, и у вас достаточно там трафика, который я могу охуенно обработать, топ не заставит себя долго ждать. Я не вру, Энди может подтвердить, он знает. Там просто есть одна ситуация, которую, ну что рассказывать не хочу, просто некрасиво получилось, меня просто по факту наебали, но Господь свидетель, слушай, я сделал все, что мог там. Что тебя перебил, я говорю, ситуация легендарная на самом деле, если брать те цифры, которые там фигурируют. Да, и это очень обидно, блядь. Это просто пиздец, меня просто наебали, блядь. И у меня были вот, что самое удивительное, несмотря на все то, каким меня изувером представляют, что я, наверное, бы отомстил, никак не отомстил. Вот вообще. Мог даже видео сделать такого же формата, но не сделал. Почему? Потому что мне не было это интересно. Ну, потому что наебали настолько, сука, ну вот это настолько, блядь, было отвратительно и мерзко, но я думаю, ну, блядь, хуй бы с вами, но это было, ну, относительно давно. Блядь, людям сделали кассу в 2 раза больше, чем была до этого, блядь. Взяли в наглую, нахуй, спиздили чатеров, напиздили на меня с 3 короба, и все это за глаза. Бог свидетель, я сделал все, что мог, блядь. Просто самое отвратительное, это потом говорить, а если что, ты соберешь там еще одну кассу? Да, соберу. Да, прям сейчас, ебать, соберу. Блядь, пиздец. Ну, Энди знает за эту ситуацию, как бы. Там я сделал не то, что все, что мог, там сделано было даже больше, чем я мог. Не, но это нереальный результат, я так скажу. И это было не X2, это было X3, но это был X3 от такой суммы, да, уже достаточно. Да. Если брать фансли, это уже ебанутая цифра. Да. И ты ее X3 сделал, типа это, ну...
К сожалению, и такое случается. Было ли мне обидно? Да пиздец как обидно. Вот. Была ли возможность сделать гадость в ответ? Была, да хоть сейчас есть. Делаю ли я ее? Нет, потому что все-таки да, я матершинник, да, я в каких-то моментах прям для некоторых людей изувер, вообще очень плохой человек, но поверьте мне, с моими возможностями сделать кому-то хуйню у меня проблем нет. Делаю ли я ее? Да никогда. Ну вот правда, ну не хочу и все. Просто с Юкаем ситуация спонтанная, блядь. Просто ко мне приходит тот модель уровень Сизаха и просто, говорит, да. что наебали просто. Ну это же пиздец. Ну вот это же пиздец. Блять, по-моему, тут очевидно. 4 по 6 и даже не обсуждается. Вообще, в целом, касательно вот того той неприятной ситуации, опять же, желаю успехов модели, желаю успехов ее мужу. Как бы никаких негативных эмоций по отношению к ним не испытываю, просто обидно за ситуацию. Как бы сделал все, что нужно было. Ты сам знал, на какие условия мы с ними подписали, что вот я делаю, я сделал, вопросов ко мне нет. В итоге все сделал, и тебе говорят, пошел нахуй. Обидно? Обидно. Если обиды сейчас, нет никаких. Желаю удачи. Да он вообще всех перебанил, вообще всех, блядь. Вот у меня в чате вы можете писать что угодно. Напишите вот прям буквально, что типа Саня дебил, нихуя не делает. Абсолютно похуй. Типа я на комментарии не реагирую ровным счетом никак, блядь. Слушай, он меня почему-то забанил, чтобы ты понимал, до этой ситуации я вообще не знал, кто такой Юкай, я не был подписан на его канал, если даже был, то это было случайно, я не знал, что он владелец, я его не видел ни внешне, не слышал ни разу. Но когда ты выложил видео, я зашел, решил посмотреть, что это за канал у него, и понял, что я там просто забанен. И в чате в том числе. Ну да, было вот, действительно. Да это просто, ну это смех. Человек перебанил всех там подписчиков, которые что-то писали. У меня на канале, те, кто меня поддерживал, всех перебанил. У меня просто закономерный вопрос. Так вот условно, я пишу, все, вот все, что я сказал, это ложь. Все скрины поддельные, люди, которые присутствуют в видео, то есть, скажем так, потерпевшие, да, которые дают свои показания касательно того, что произошло, это все фейки. Докажи. Но я еще раз говорю, там есть один комментарий, дай бог тебе здоровья, брат, вот мне правда тоже интересно, как можно доказать в обратную сторону и оправдать проеб 60 тысяч долларов. Как? Это нереально! И мне очень интересно, что он будет отвечать. Вот что можно сказать, что чатеры не работали. Стратегия, ну мы сами уже с вами обсудили, что в реалиях таких анкет это полное говно, да и даже на больших анкетах она не настолько рабочая, как должна работать в связке с ручной обработкой. Это же абсурд! Я не знаю, как он будет пытаться это доказать. То есть, если бы я напиздел бы 3 короба, бля, да меня разъебать было бы проще простого. Ладно, хорошо. Так, по поводу еще вопросов, которые я тебе хотел задать. Ну, слушай, выбирать, наверное, лично каждому. Мне кажется, такой бизнес можно вести практически из любой точки планеты. Ну, еще зависит, наверное, от какую сторону ты занимаешь. Ну, моделям тяжело, я вот их понимаю, стою на их сторону, сочувствую им, потому что им приходится, так скажем, избегать, да, какой-то уголовной ответственности, где-то ассимилироваться, если я правильно сказал, и так далее. И не у всех это легко получается. Вот. Есть, да, прямые кейсы в моем менеджменте. Ну, здесь даже при том, что есть денежка, да, это особо не решает вопрос. То есть им сложно. Что касается овнеров, чатеров и всех остальных тиммейтов какого-либо агентства, менеджмента, слово агентство я не особо люблю, потому что его испоганили. Вот, менеджмент как-то красивее, поэтому, не знаю, из любой точки можно делать. По поводу, как чистить деньги, там написали почему-то, а не легализовать их, если правильно сказать. Ну, в любом, что я просто хочу сказать, что в любом городе, в любом селе есть криптоны, которые всегда с большим удовольствием купят ваши USDT за наличные деньги. И никакая... Ладно, не буду это говорить вслух, у вас все будет хорошо. Вот, все зависит от объемов, да, там, и там, чем вы, в принципе, занимаетесь. P2P не советую никому, но, опять же, все зависит, где вы в СНГ, может быть, вы в Европе живете. Это все разные истории, но есть всегда люди, с кем можно проконсультироваться, там,
бухгалтера, какие-то адвокаты, Да, с да. которыми можно пообщаться, и они тебе любую схему построят. То есть я говорю, вот которая я, для тебя нужна. я бы умозаключил следующее. Сперва заработайте много денег, а потом вам не составит труда поделиться Думайте, частью да, этих денег, что да, с ради ними того, делать. чтобы их легализировать. Все, это типа, ну, это база. Самая большая проблема — это деньги Ну, заработать, как бы. Да, следующий вопрос уже, как их легализовать и как ими пользоваться. А в целом, я думаю, вся суть нашей тематики, я думаю, та, что ты можешь себе позволить находиться где угодно, и ты Да, можешь сам выбирать. да, Я да. не вижу сильной опасности, если ты правильно себя ведешь, да, ты не бегаешь и не кричишь, чем ты занимаешься, ты можешь спокойно работать, ну, из любой точки планеты практически. Где есть интернет, свет и тепло. Вот, и Да, все. да. Субординация тут следующая. Ты работаешь по своей направленности, человек выше тебя работает по своей. Ты делаешь свою работу, он свою работу. В принципе, блядь, ну, я не знаю, сколько лет я уже работаю в плане что чатером, что тимлидом. Никогда не было субординации, вне зависимости от того, выше или ниже был рангом, чтобы мне сказали: слышь, долбоеб. Ну, такого не было никогда. Ни я себе не позволял, ни в мою сторону никто не позволял. Как только что-то в районе этого в мою сторону было сказано, я просто говорил: аля, улю, до свидания. Все, это вот как это было. То есть, что касательно каких-то прямых оскорблений, вы дегенераты, долбоеба, ну, значит, человек сам себе и сам из себя ничего не представляет. В моем случае, если я вижу ошибку, я просто говорю, типа, вот надо исправить, вот надо исправить вот так. И привожу примеры. И чатеры, например, у Энди это могут доказать, сколько было созвонов. Я первым делом указываю на ошибку и привожу пример, как ее решить. Вот это тогда тимлид. А все остальное — это просто чес. Это люди, которые не в состоянии просто помочь другому человеку. В целом, сильным человеком может себя считать тот, кто помогает человеку менее опытному стать сильнее. И вот это действительно очень и очень важно. Дополню тебя немножко. Просто хотел сказать, что все агентства, да, очень по-разному строят свои отношения, да, с сотрудниками, особенно с чатерами, да, потому что чатеров, как правило, в агентстве больше всего. То есть, да, там основные смены, замены и так далее. И я хочу сказать, что в моем менеджменте, я, ну, как бы не выебываюсь, просто говорю, ни одного штрафа за всю карьеру я не дал. Ну да. А зачем? Вот Вообще тема просто штрафов, не вот вижу... тема штрафов следующая. Да. Зачем штрафовать человека, если это нецелесообразно? Потому что лучше просто поставить условие, что в случае 3 его залетов он просто с нами не работает. Если человеку 3 раз было недостаточно, не нужно штрафовать. Просто говоришь: было приятно с тобой работать, вот из-за этих аспектов разошлись, вот твоя зарплата за выработанное время. Все, не нужно никого штрафовать, это смысла не имеет. Потому что для кого-то штрафы реально могут повлиять в хорошую сторону, а для кого-то, вот как для меня, я помню, в самом первом агентстве меня штрафанули просто по приколу. Ну, тимлиду, видимо, им же штрафные деньги выплачивали в качестве зарплаты. То есть мы с меня снялись, ему добавили. И они штрафовали безбожно. И то есть вот у человека по приколу захотелось там плюс 50 баксов, и меня штрафанули за какую-то хуйню. То есть мне сказали, то, что ты там с постоянником общаешься не в том тоне, как хотелось бы. В итоге через 2 дня я на этом клиенте, по-моему, сделал что-то $700 за одну сессию, причем общаясь с ним точно так же. Я спрашиваю, почему? Мне на английском языке отвечают, типа, что это не твоего ума дело, мы решаем согласно нашей закрытой внутренней какой-то договоренности. Что это за хуйня, я не понимаю. Зачем? Для чего? Непонятно. Начнем по поводу фикса или процента. Процент сугубо индивидуален, в зависимости от объемов анкеты, в зависимости от выстроенности текущего положения вещей. Договариваешься самостоятельно. Зарплата тимлида начинается от 5%, и дальше пляшешь как хочешь. Ты настолько охуенный, что ты можешь делать все пиздец как хорошо. В принципе, можешь и 10 получать. Блять, какие вопросы? Есть команда аудиторов, предоставляют выборку с каждой страницы за 3 дня, показывают ошибки, обсуждаются с чатерами, ошибки убираются. Мотивировать чатеров, мотивировать человека, который должен зарабатывать деньги в первую очередь для себя, да, наверное, зарплатой, которую он сам себе обеспечивает. Все. То есть, мне кажется, человек, который приходит на 001 анкету, он такой: бля, нихуя, куда я попал, надо делать деньги, деньги, деньги. Я думаю, для него это мотивация для самого себя в первую очередь. Мое личное мнение. Мотивировать в плане... Ну, если бы как бы я мотивировал, да как? Просто объясняю, что бы ты мог изменить для того, чтобы сделать больше. Это же его главная мотивация — сделать больше. Меня никто никогда не мотивировал, я просто брал и делал. Меня мотивировало то, что, блядь,
Сколько я за этот месяц заработал? Могу больше, вот и все. Вообще у нас чатеров называют этот оператор, чатер, секстер. Вот у нас вот 3 названия. Ну и, наверное, на разных языках еще по-разному. Так никак. Вы можете просто посмотреть на капитализацию OnlyFans. Она ежегодно растет вне зависимости от слухов. Для понимания. Если бы хотели, чтобы мы не работали, сделали бы все. Делают ли? Не делают. Все, это все, что вы должны знать. Хотели бы обрезать работу, не делали бы. OnlyFans, его руководство, техническая администрация, разумеется, понимает, что такие деньги зарабатываются не только за счет моделей, которые пришли, сделали платную рассылку, потому что они мегамедийные и заработали с этого 20%, а и за счет потнейшего труда отдела продаж, который присутствует на большинстве больших анкет. Они это понимают. Хотели бы вас обрубить, сделали бы давно. Все, против чего они фундаментально, и я готов на это поспорить, это и в полноценной его реализации, когда чатеров нет вообще. Это очень больно ударит по репутации. Это очень больно. И если не захотят вот это искоренить, искоренят очень легко. Что касательно чатеров, которые отвечают персонально за модель, которая не в состоянии ответить 1000 человек в сутки, блядь, ну вы думаете, что там дураки сидят? Конечно нет, блядь. Они прекрасно знают, что все делают, блядь, чатеры. Очевидно. Блять, ну я хочу сказать, но не могу. Я хочу сказать, но я промолчу. Я отношусь нейтрально. Но, блять, если бы мог сказать бы, сказал бы, что не нейтрально. Но я скажу так, что, блять, ну очень странно работает эта функция, скажем так. Но не хочу не обвинять ни в коем случае разработчиков Only Monster и так далее. Ну, как бы, есть. Помогает? Да не сильно, если честно, потому что это только путает чатеров, которые думают, что новопришедший фан, но на самом деле платежеспособный. Вот, как-то... Странно просто. Ну просто странно. Ну не бывает такого, что человек со всеми кружками приходит, Paying Power максимальный, и он ему за $9 кидают после идеального прогрева и такие типа. Он не покупает. Как? С чего вдруг? Хорошо, было такое, что мы даже прям прожали, прям вот, прям долго с ним пообщались. Не купил. Он попался на другой анкете, то же самое, тоже не купил. Где же он деньги тратит? Откуда такая информация? Вот меня вот это, конечно, вымораживает. Ну пусть будет эта функция, если она кому-то помогает, то только в путь. Ну, в зависимости от того, какая анкета, как правило, это какие-то бонусы, но, блять, мотивация секстера происходит следующим образом. Мы просто стараемся давать хорошие анкеты. Я понимаю, что были где-то комментарии, что вот моего кента посадили на анкету, где, блять, не миллионы зарабатываются, при всем уважении, не просто так, в профиле написан процент. Если написано, что 0,02, наверное, этих анкет мало, и, наверное, на них садят людей, которые работают годами, которые работают по связям и так далее. И Вадим не даст соврать, Энди не даст соврать. Если есть возможность пересадить сильного чатера с анкеты, которая в данный момент не настолько хороша, как вот эта сильная анкета, мы его пересадим, но на это нужно время. Если у меня будет 2000 анкет, где будут анкеты 1 плюс процент, 1 и меньше 1%, я буду иметь градацию чатера от типа, который заслуживает и не заслуживает, я с радостью буду это делать. Но пока в реалиях текущего OnlyFans это не настолько большая сфера, где у тимлида под рукой, блядь, 1000 аккаунтов. Тут если у тимлида под рукой, я не знаю, 50 аккаунтов, которые он там модерирует, у него огромная команда и так далее, это уже что-то сверх того. Понимаете? И как бы, ну, тут нецелесообразно даже эту тему обсуждать. Ну хорошо, допустим, какой-то талантливый парень попал на анкету, где заработок там 1010. Он получает свой процент, его зарплата не устраивает. Ради бога, мы его пересадим. Но нужны на это места. А мест на таких анкетах, ну вы сами понимаете, очень мало. Очень. Даже при условии, что мы расширили смены от 3 человек на одну анкету до 4. И даже так мест не хватает. Это просто дефицит. Все. И ничего с этим ты не поделаешь. Вы ли не знаете, господи, блядь, вы попробуйте вот без тимлидов, без связи, без ничего через доску попасть на анкету, ну хотя бы 0,5. Да вы охуеете просто. Мало того, что от того, как туда попасть и как там работается. Потому что ребята, которые работают на лоу-тир анкетах, где актив невысокий, зарабатывают дохуя, они волосы на голове рвут, когда попадают на анкету, где после рассылки 50 человек приходит. Даже в паре, если работают. Недавно был такой пример.
Уволь его нахуй на бирже труда, захочет кушать, блядь, и, блядь, будет зарабатывать больше. Не знаю, лично я, когда работал, для меня, ебать, в начале смены 300, боже, я могу заработать косарь за смену, если сейчас постараюсь, у меня были такие мысли. А если человеку комфортно с этим текущим уровнем дохода, как говорится, ценим, когда потеряли. Вот и все. Вот будет, а потом будет опять мечтать об этих цифрах и, соответственно, захочет вернуться уже хотя бы, чтобы их зарабатывать. А не заработал и отдыхает. Ну, это хуйня полная. Я ж сказал, что это индивидуально. Где-то платят, где-то не платят. Все зависит от бюджета менеджера. Ну, я не знаю. Свои персональные какие-то договоренности с менеджерами я просто не озвучу. Это конфиденциальная коммерческая тайна. Все. Я тебе сказал, 5% это минимум, который получает тимлид. Что я еще могу сказать? Не знаю. Достаточно не прям идеального, но разговорного английского, безусловно, с техническим знанием того, как делать продажи за глаза. Тут, к сожалению, уже решает верхушка, то есть векторность тимлида. Если он так поддерживает работу, то ты работаешь, ты набиваешь типа, ты делаешь его постоянником, а ему прилетает рассылка за $3. То есть все уже зависит от руководства. Ну, то есть тебе нужно с ним общаться и выдвигать свою позицию. Опять же, его нужно тестировать, и тестироваться он будет явно не на той самой анкете, на которую он бы хотел попасть, вот сразу миллионы делать. Вот и все. Как бы нет такого, что вот столько анкета, с нее Кен говорит, у меня есть просто гений мой бро, блять, вот вообще. Соответственно, мы проверим его на анкете там 0.7, там 0.8, и все, и посмотрим, как он что он из себя представляет. Если человек в реалиях низкого, ну то что низкого, ну просто хорошего актива себя не покажет, то что делать на столько анкете, я ума не приложу. Которая у Йокая, блядь, да нет, наверное, она это видео еще не видела. Я думаю, то что это, блядь, как бы... Наверное, и скоро помогут его увидеть, судя по тому, что мне рассказывают, блядь. Да и в целом, просто небольшое объявление, кстати. Дело в том, что видео по Йокаю будет 100% второе, потому что я думал, что он просто дегенерат, что он просто глупый, что он просто наебал одну модель. Оказывается, такая тенденция работы у него не только у нее была. Она была у многих моделей. И мало того, он припиздохал сюда не только, он еще где-то на вебкаме тусовался. И оказывается, что он там не один такой дегенерат. Короче, ребята, там столько контента, бля. Мама дорогая. Но в этот раз, наконец-то, у меня будет время, что самое главное, для более жесткого, более вкусного, более насыщенного сценария, более интересных съемок, более интересного монтажа. Вот, поэтому не переживайте, все будет. Поэтому, если кто-то из здесь сидящих имеет что-то на этого... гения стратегии, то буду рад в личку. В любом случае, я следующее публикую о том, что я просто собираю инфу, потому что у меня и так ее дохуя, но сейчас ее будет, наверное, настолько много, что я просто не представляю. А что говорить, если все было сказано в видео? Ну вы же сами видите, что если он в работе себя не показывает, что может представлять его, скажем так, монетизация опыта? Ничего. Насим, собственно говоря. Первое, это то, что если здесь сидят модели, девчонки заинтересованы, мы с Энди принимаем заявочки, вот, как бы, вы в любой момент можете написать, мы с радостью с вами поработаем, конечно же, в зависимости от текущего положения вещей, потому что не всегда представляется возможным поднимать модель с нуля, потому что сейчас это пиздец как дорого, и я, как овнера Энди, могу понять, это вот касательно работы, поэтому знайте, что если вам нужно, вот прям пиздец как нужно, вы хотите поработать с лучшими, бля, ну, контакты есть. Пишите. Все сделаем. Вот вы же видите, там в кейс у меня можно зайти. Видео даже посмотреть. По вот модели, которую наебали, мы уже ей там 40к сделали, можно сказать, с нуля. Ну, блядь, тут мне нечего уже доказывать. Вы сами все можете прочитать. Как бы, все. Вот, это касательно сотрудничества, так что Энди, я всегда на связи, пишите, поработаем, все будет хорошо. Это касательно сотрудничества, касательно Йокая. Да. Касательно Йокая, если есть информация, вы знаете, куда писать,
с радостью почитаю, с радостью обсудим, если можете дать, скажем так, голосовые показания. По желанию могу закрасить, могу не закрасить, могу просто озвучить видео. Главное, чтобы они были фундаментальные. Просто рассказ о том, что вот так вот было, без, скажем так, каких-то пруфов этого, я не могу их принять объективно, потому что это не доказательство. В суде бы тебя послали нахуй, это косвенные улики, можно сказать. То есть не обоснованные ничем. Ну вот где-то что-то было. Это может быть вброс от Юкая, а потом мне скажут, что ты наебываешь. Я такого себе позволить не могу, потому что репутационный ущерб будет космическим, будет за что зацепиться. В остальном, желаю вам приятнейших новогодних праздников, желаю вам охуенных смен, кейсов, заработков, да и всего, чего только можно. Приятнейше было с каждым из вас провести здесь время. Вы действительно лучшая аудитория, которая только мог желать. Невероятный актив, невероятный отклик, невероятные просто ребята, которые здесь собрались. Вот, собственно говоря, на этом я заканчиваю. Приятнейше было провести с вами время. Вот. Всем спасибо, всем пока. Да, всех наступающим. Пока, ребят. Ты посмотрел выжимку из эфира, который проходил в моем телеграм-канале. Это видео лишь малая часть того, что я там выкладываю. Если интересно, залетай. Ссылку найдешь в описании под моим роликом. Увидимся.